Да, викинги это не народ. Викинги это профессия, роль, занятие. Ими становились, ее выбирали. И часто это был выбор из безысходности. Викинги уходили примерно как сейчас в армию или на флот. Он пошел служить викингам. А дальше самое интересное. Стоило человеку один раз выйти в море, и он уже не принадлежал себе. Его жизнь превращалась в череду походов, налетов, крови, золота и вечного риска умереть не так, как должно настоящему воину. Каждый рейд мог стать последним, и главное, никто не знал, кем он вернется обратно – героем, богачом или дымкой из чужих рассказов выживших. А вот что произошло дальше, об этом сегодня и поговорим. Друзья, здравствуйте, я Андрей Маркин. Дальше без раскачки. Первая часть рассказа о викингах, о том, кто же они такие, как появились, почему стали такими сильными и куда исчезли. Мы узнаем все, что скрывается за их легендами. Представьте, это край севера. Здесь свинцово-тяжелое небо давит на горизонт, будто хочет прижать землю к морю. Северный ветер рвется с воды и вытягивает тепло из всего живого. Это не просто холод. Это первые признаки зимы, которая уже тянет свои ледяные пальцы к каждому живому на этом пустом побережье. Знакомьтесь, это Уби. Сегодня он делает выбор между голодной смертью и дорогой в море, где каждый рейд может стать последним. Это будет его первый шаг, дорога, с которой уже не возвращаются прежними. Сейчас он понимает простую и страшную вещь. Эта зима может стать его последней, а его семья ее просто не переживет. Это первая половина 8 века. Север, Дания. Мокрый мох хрустит под ногами. Камни блестят от бесконечных дождей, а тяжелый соленый воздух тянет холодом, который пробирает до костей. В их длинном доме, классическом для Дании того времени, вытянутом деревянном строении, больше похожем на растянувшуюся ферму, его род, отец и братья, больная мать и куча детей всех возрастов. Молчание у огня, каждый чуть согнувшись, как будто пытается спрятаться в этом тепле от того, что надвигается снаружи. На лицах этих людей одно и то же выражение. Не просто тревога, а то самое тяжелое состояние, когда человек уже не ждет беду, а готовится ее принять. Мать слегла, болезнь. Дети бегают по дому, еще слишком маленькие, чтобы понять, но уже чувствуют то напряжение, которое взрослые даже не пытаются скрывать. А за стенами их длинного дома пустая земля. Та самая земля, которая снова не дала урожай, холодное лето, бесконечные дожди и гнилые поля. Земля здесь дает только одно – надежду, а потом забирает и ее. Уби стоит на краю своего поля, узкой жалкой полоски земли недалеко от своего дома, и смотрит на этот крошечный участок, на эту каменистую упрямую почву, которую уже бессмысленно защищать. И он чувствует, впереди не просто голод, впереди тьма, которую переживут не все. И именно здесь, именно сейчас, среди этого ветра и промерзших камней, он делает выбор. Выбор, который изменит его собственную жизнь и без преувеличения перепишет историю Европы. Так начинается мой рассказ о тех, кого мир позже назовет одним словом – викинги. И прежде чем мы пойдем дальше, нужно понять одну вещь. Именно такой план много лет назад начал формироваться в голове одного конкретного человека. Того самого Уби, мальчишки с промерзшего берега, Северная Дания. Того, кто однажды понял, земля его не спасет. Его спасет только море и меч. И мы еще не раз вернемся к нему. В конце вы узнаете, какой интересный путь он прошел. От голодного младшего сына до человека, чье имя шепчут в длинных домах по всему северу. В норвежских, шведских, датских общинах викингами не рождались. Это не этнос, это племя. Это слово означало «человек, который отправился в военный поход за пределы родных земель». Ну а позже и в торговый поход. Викинг – это тот, кто выходит в море с оружием, чтобы добыть то, чего нет дома.
И не просто получить материальное, но еще и добыть славу. Эту ценность, славу, настоящий викинг не поменяет ни на что на свете. Положение в обществе, женщины, благосостояние в их тогдашнем понимании очень сильно зависели от этого понятия. Представьте общество, где мальчику говорят: хочешь уважения, иди и возьми его. И он понимает, речь не о словах. Север Дании, Швеции, Норвегии, где слова викинг еще нет. Есть даны, свеоланды, норманы. Обычные пока еще не герои, не легенды, сыновья своих семей. У них есть правило, которое они обсуждают. Мужчина – это тот, кто прошел поход. Точка. Не прошел – ты никто. Ты просто род в семье, который нужно кормить. Здесь пока еще все решает не титул, а то, как ты держишь меч. Меч – это не романтика. Это твой паспорт, твой статус, твое право сидеть у огня. Мужчина без меча здесь – это ребенок, которого никто не слушает. Старший сын получит дом. Средний, если повезет, кусок поля. А младший? Младший с детства знает. Дома для него нет места. Не потому, что его не любят. Потому что там нечего делать. Он смотрит не на землю, а на море. Это море – единственное место, где у него есть шанс стать хоть кем-то. Здесь не верят в романтику. Здесь честно говорят: если хочешь жить, научись убивать. Если хочешь уважения, принеси славу. И вот этот парень, младший, без земли, без будущего, понимает: его первый поход – это не приключение. Это его единственный шанс стать мужчиной. Чтобы отец сказал о нем хоть слово, чтобы род признал, чтобы имя чего-то стоило. Поэтому путь к морю для него не выбор, это выживание, это логика и это судьба. И именно из таких простых, жестких причин и родилась та грозная сила, которую позже назовут викингами. А дальше мы обсудим очень интересные факты и события. Узнаем, как викинги проникли туда, куда другие не доходили. Почему их корабли, дракары, стали самым опасным оружием эпохи. И что именно викинги нашли в своих первых походах такого, что изменило Север навсегда. Досмотрите до конца, вы узнаете, почему викинги стачивали зубы и как викинги готовили мухоморы. Длинный дом – это сердце северной общины. 20-40 метров шумной жизни под одной крышей. Даже мне интересно, как спали викинги в таком доме, когда рядом корова и 20 родственников. Старики, взрослые, дети викингов, рабы, скот – все вместе. Но это не хаос, это порядок. У очага сидят старшие мужчины. Они решают, кто работает, а кто идет в лес, кто чинит лодку. Женщины викингов у пояса носят связку ключей. Это реальный символ власти над запасами и домом. Дети сразу учатся делу. Мальчик держит маленькое копье и топор. Девочка – веретено и утварь. Их игра – это подготовка. Ошибки здесь не прощают, потому что ошибка одного бьет по всем. Внутри дома каждый ищет свое место. Это быт викингов. Слабого не держат, дом не потянет лишний род. Когда приходит плохой год, длинный дом меняется. Разговоры становятся короткими, решения резкими. И звучит главный вопрос: кто пойдет искать то, чего у нас нет. Это не выбор героя, это обязанность. Если никто не пойдет, дом умрет. Так рождается первый поход. Пока из славы, из необходимости, из поиска выхода, который может спасти всех. Первые походы викингов – это не один удар, не одно направление. Это десятки маленьких экспедиций, рассеянных по всему северу. Одни уходили на запад, Британии, Ирландии, франкийским землям, другие шли на восток, к ладам, славянам, русам, вглубь Балтики и дальше по рекам. И главное, что они нашли, было не богатством. Они нашли путь. Путь,
который вел туда, где можно было получить то, чего Скандинавия не давала веками. И вот что мало кто понимает. Европа в то время не была слабой. И восточные земли не были такой уж дикостью. Но у обоих миров была общая уязвимость. Они не ожидали врага, который придет оттуда, откуда никто никогда не приходил. Не с дорог, не с границ, а с воды. И здесь появляется главное открытие Севера. Оружие, благодаря которому мир распахнулся в обе стороны. Дракар. Корабль, который делал викингов непредсказуемыми. Чуть позже подробнее расскажу о том, как делают викинги деревянные лодки, свои знаменитые дракары. Дракар был не лодкой, он был ключом, который открывал сразу два мира. На западе монастыри, торговые поселения и морская торговля. А на востоке Волхов, Ладога, Русь, серебряные пути в Булгарию и Хазарию. Да, Европа умела защищаться. Да, восточные племена были воинственными. Но никто не строил стен на берегах рек. Никто не держал гарнизоны у устьев фьордов. Никто не считал, что враг может появиться в глубине страны через воду. И когда первые десятки походов завершились и первые дракары вернулись домой, они привезли не только серебро, зерно и скот. Они привезли ответ, который север не мог найти столетиями. Мы нашли то, чего не могла дать земля. Мы нашли путь. И этот путь – море и реки. Это открытие стало основой новой профессии, нового статуса, новой модели жизни. Поиск закончился. Север нашел себя. И с этого момента они перестали быть просто данными, свиорландами и норманами. Появилось новое слово, которое европейские народы назвали викинги, а на Руси – варяги. Спустя годы после того холодного лета, когда Уби впервые понял, что семья может не пережить зиму, многое поменялось. Он больше не стоит на краю своего бесплодного поля. Теперь он викинг, воин, среди десятков таких же мужчин. И среди них Уби выделяется. Он человек без суеты, без хвастовства. И именно это делает его заметнее, чем грубая сила. В нем есть то, что обычно видят заранее, еще до того, как человек сам это понимает. Его длинный путь к власти и богатству только начинается. Первыми жертвами эпохи викингов стали монастыри Британских островов. В летописях сохранилась дата – 8 июня 793 года. Налет на монастырь Линдесфорн. Это на севере-востоке Англии. Для христианской Европы это был шок. Монахи, считавшие свое убежище домом молитвы и учености, увидели у берега людей, которые не просили милостыню и не искали приюта. Они пришли за серебром, книгами в золотых окладах, утварью и пленниками. Это были не дикари, выскочившие внезапно из тумана. Это были люди, у которых за спиной стояли долгие дебаты внутри общин. Кому рисковать, кому оставаться, как делить добычу, как не поссориться между родами. И наш Уби один из тех, кого выбрали идти. Но главный секрет этих походов был не только в жестокости. Главный секрет был в корабле, как я выше уже об этом говорил. У европейцев были тяжелые торговые суда и речные баржи. У викингов длинный, собранный внахлёст корабль, который позже назовут дракаром. Археологи нашли такие суда в Норвегии и Дании, длиной около 20-24 метров, с десятками весел по бортам и парусом из плотной шерстяной ткани. Важнейшим качеством их скорость, малая осадка, позволяющая заходить в мелководье, заходить в реки Руси, Франкии, Англии. Симметричный корпус, дающий возможность менять направление без разворота. Корпус, собранный внахлёст, который не ломался на волнах, а гнулся вместе с ними. Они были легкими и очень прочными. Доски накладывались одна на другую, крепились железными заклепками. Корпус чуть гнулся на волне, но не ломался. Осадка была настолько маленькой, что дракар мог войти в устье реки, подняться далеко вглубь страны. И самое неприятное для врага,
что можно подойти вплотную к отлогому берегу. Не нужно гавани, не нужно причала. Корабль выволакивали прямо на песок. Экипаж 30-40, а иногда и 60 вооруженных людей. Их не было видно за горизонтом, пока они не появлялись у берега. Когда времени на сбор войска почти не оставалось, быстрая атака, короткий и жесткий бой. И, конечно, добыча в виде серебра, мехов и рабов. Эпоха викингов развернулась в две стороны сразу. На запад к Англии, Ирландии, к берегам Франкийской империи и дальше до Испании. А на восток к Ладоге, к Новгороду, к Днепру и по Волге, к Византии, арабскому миру. В русских преданиях это потом назовут путем из варяг в греки. По рекам варяжские дружины и торговцы вывозили меха, воск, рабов и привозили обратно серебро, ткани, вино, оружие. И везде, где появлялись эти длинные корабли, кому-то приходилось платить. А прежде чем рассказать о походе викингов на Париж, нужно добавить красок, дам немножко жести. Немного той суровой правды, без которой невозможно понять викингов. Потому что даже такая деталь, как их зубы, имела прямое влияние на то, какие ужасы переживала Франкия. Расскажу, почему викинги стачивали зубы. И вот как это было. Викинги специально это делали, и причин у них было несколько. Каждая жесткая и каждая символичная. Первое – это знак храбрости и устрашения. На передних зубах делали горизонтальные насечки. И при оскале они выглядели полосатыми, эффект получался хищный, почти звериный. Представляете, сотня бородатых мужчин с мечами, щитами в волчьих шкурах. И все со скалом. В бою это действовало как психологическое оружие. Враг смотрит в лицо человеку с такими зубами и понимает, этот не знает страха, этот не боится боли. Второе. Ритуал посвящения. Да, это больше мифологическая сторона культуры, но она отражает их дух. Стачивание зубов – это боль, кровь и риск инфекции. Выдержал – значит достоин похода. Если выдержал это, выдержишь и битву. Третье. Татуировка на зубах. Сам, когда узнал, очень удивился. Некоторые археологи считают, что в насечки втирали пигменты. Зубы становились темными, с узором, словно маленькая татуировка на эмали. Мелочь, но представляете, какой эффект это могло произвести вблизи. И вот теперь Франция, Франкия. Для нее появление таких колоритных, жестоких и странных людей стало самым настоящим бедствием. Они приходили не просто как воины, а как существа из северных мифов, мифы о викингах. С полосатыми зубами, звериным оскалом и решительностью, которую никто не мог остановить. Весной 845 года флот викингов, хроники говорят примерно о 120 кораблях и нескольких тысяч воинах, вошел в устье Сены и, поднимаясь вверх по реке, остановился у Парижа. Представьте, город, привыкший бояться армии на дорогах, вдруг видит, как враг приходит по воде, минуя укрепления. Мосты становятся ловушкой, стены – декорации. Викинги высаживаются, грабят пригороды, поджигают дома, захватывают заложников. Франкийский король не ведет славную битву. Он им платит. Летописи говорят о выкупе в 7000 фунтов серебра и золота, чтобы флот ушел. Ну что ж, давайте вернемся к одной из самых любопытных легенд о викингах и мухоморах. Говорят, что перед боем викинги ели сырые красные мухоморы, будто бы этот странный ритуал давал им нечеловеческую выносливость, подавлял страх и превращал их в тех самых безумных берсерков, которые готовы рвать врагов голыми руками. Легенда красивая, яркая, очень кинематографичная. Поэтому я и решил копнуть глубже. Полез в источники, летописи, исследования. Но, увы, прямых доказательств этому обычаю историки пока не нашли. Одни считают это чистым мифом. Другим кажется, что за ним вполне мог скрываться какой-то древний ритуал, который дошел до нас в таком вот искаженном виде. В общем, правда это или нет, решать вам. Легенда живет, спор продолжается. И как часто бывает в истории, она нравится нам больше, чем сухие факты. И если вам понравился этот выпуск,
буду искренне признателен за подписку на канал. Так вы точно не пропустите новые истории, а впереди еще много действительно интересного. На востоке длинные корабли приходят туда, где живут славяне, финно-угорские племена, зарождающаяся Русь. Здесь викингов называют по-другому, как я говорил выше, варяги. Они не только грабят, но и торгуют, становятся наемниками, участвуют в династийных конфликтах князей. За меха, мед, воск и рабов они привозят серебряные монеты из арабского мира. Клады с такими дирхемами археологи сегодня находят по всей Скандинавии и в Восточной Европе. И если на Западе жертвой чаще становится монастырь или торговый город, то на Востоке жертвой становился сам порядок жизни. Местные элиты вынуждены считаться с отрядами чужаков, которые выступают союзниками, то врагами, но всегда силой, с которой нужно договариваться. И к этому времени общины на побережье Северной Дании, Норвегии и Швеции сильно изменились. В длинных домах уже не только бедные фермеры, появились руны викингов, но у них была письменность. Появились ярлы, это люди, которые могут содержать постоянную дружину, строить большие корабли, вооружать десятки воинов. Одни богатеют на серебре и рабах, а другие остаются теми самыми младшими сыновьями, которые мечтают хотя бы раз попасть в рейд, чтобы вытащить свой род из нищеты. И когда мы говорим «викинги завоевали Париж» или «викинги дошли до Руси», за этими словами всегда стоит чья-то очень конкретная судьба. Человек, который однажды стоял на голом камне и понял, что его выбор – это либо меч и слава, либо голод в бедности. Так эпоха находит своих жертв. Часть Европы в монастырях и городах, часть Востока в разоренных селениях и измененной политике. И часть среди самих викингов, которые платят за каждый мешок серебра годами жизни в походах. И где-то между этими мирами сейчас наш Уби. Он думает, что почти достиг того, к чему шел столько лет. Он еще не видит, что самое важное только приближается – свой дракар, свое место впереди всех и свое имя, которое однажды будут произносить тихо, когда община будет решать, кому доверить следующий поход, кого поставить во главе. И, кстати, если вам понравился этот рассказ, просто поставьте колокольчик, подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить мои новые истории.